Здравствуйте, может Андрей Дуйко и его компания Тибетская формула. Сегодня я постараюсь ответить на те вопросы, которые вы мне задаете. Хочу сказать, что сегодня трансляция ведется в TikTok, Facebook и в YouTube одновременно. Сейчас я выключу звук. Ирина Кенсыцка. Добрый день, Андрей Андреевич. На фоне бицелина профилактики опять рожа, это рожевое воспаление. Есть лимфостаз. Можно ли мне что-то посоветовать? Когда у человека происходит воспалительный процесс по принципу геморрагии, вот такой воспалительной, это говорит о том, что есть накопление калия в мягких тканях. И такому человеку необходимо антагонист калия натрий. Что необходимо делать сейчас по-русски? Первое. Начните пить соду. Возьмите 1 чайная ложка соды на стакан кипятка и принимайте по 1 стакану 2 раза в день. Второе. Обязательно голодание. Старайтесь на протяжении дня как можно меньше и есть, и пить. Старайтесь проводить 1 раз в неделю сухое голодание. Третье. Такая геморрагия, она может быть купирована простым способом. Это употребление витамина С в высокой дозировке. Возьмите просто аскорбиновую кислоту, желательно медицинский препарат, и пропейте его где-то приблизительно 200 миллиграммов на каждые 10 килограммов веса. То есть не менее 1000 миллиграммов в день. Старайтесь на протяжении дня смазывать такую геморрагию любой ментоловой мазью абсолютно любого происхождения. Дальше не отменяйте использование терапии бицелина. Скорее всего, хорошо было бы обратиться к невропатологу. И я думаю, что заменить препарат все-таки с бицелина, я не знаю, что за профилактика у вас, на препарат цефтриаксон, потому что он при рожевом воспалении больше подходит. Соли цефтриаксона. Здравствуйте. Истощение нервной системы поможет вылечить магний и В6 просто витаминами? Да, истощение нервной системы поможет вылечить такой препарат. В моей компании есть препарат, который я делал специально для людей, у которых есть истощение нервной системы. Данный препарат, он жидкий, называется апирабин. Как происходит истощение нервной системы? Когда человек сидит спокойно, у него часто может появляться нервный тик, неконтролируемые движения конечностями, дергание руками, ногами, пальцами, трема рук. Это все говорит о том, что происходит истощение центральной нервной деятельности и перешло все в периферическую нервную деятельность, то есть начинается бесконтрольное движение пальцами, руками, губами, мышцами и так далее. Это говорит о том, что не хватает минерала меди. Второе. При любых неврозах происходит спазмирование сосудов. Это спазмирование сосудов происходит на уровне шейных отделов позвоночника, коронарных отделов сердца и позвоночника, и мозга вернее, и мозговых сосудов. Таким образом можно сказать, что спазм приводит к увеличению объема сердца, что может привести к ухудшенному состоянию, то есть это может привести в плохом случае к инфаркту, к инсульту, к развитию гипертензии и так далее. По моему мнению, очень правильно в этот момент принимать витамин В6, который является вазодилататором, приводит к расширению сосудов, особенно мозга, шейного отдела. И первый препарат меди, второй препарат витамин В6, третий препарат это магний, который является миорелаксантом, то есть расслабляет мускулатуру, расслабляет мышцы, таким образом устраняет вот такие судорожные компоненты, перенапряжение мышечное и мозговое, как бы такой естественный массаж происходит мышц. И третье это препарат цинка. Препарат цинка приводит к тому, что появляется улучшение интимы сосуда, улучшение состояния в общем-то центральной нервной системы и периферической нервной системы.
Такой препарат в моей компании разработан. Этот препарат называется апирабин. В нем находится медь, цинк, магний и витамин В6. Я рекомендую его использовать по 1 чайной ложке на 1 стакан воды 2 раза в день. Также есть препарат, который называется LLC. Это препарат с высоким содержанием лития, который является прекурсором дофамина. Также является мощнейшим седативным препаратом. Рекомендую использовать его. Можно использовать их совместно по 1 чайной ложке препарата апирабин и препарата LCC или LLC на 1 стакан воды 1 раз в день. Здравствуйте, а цветочки календулы можно съедать как одуванчики? Можно, да. Здравствуйте. Смотрите, цветы календулы, они опасные, могут привести к запору. Итак, почему-то не загружается прямой эфир у нас в Фейсбуке. Очень жаль. Ну что, здравствуйте, уважаемый, сейчас. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич, спасибо большое за поддержку. Перемолола шкарлупу яиц домашних. Как пить в сутки мне и детям по частям? Каким образом готовится шкарлупа домашняя? Для чего это делать? Шкарлупа домашняя является карбонатом кальция. Карбонат кальция мощнейший ощелачиватель. Таким образом, в случае, если просто взять шкарлупу яиц, залить просто холодной водой и добавить 1 чайную ложку на 3 литра лимонного сока, не лимонной кислоты, и настоять на протяжении суток и принимать полстакана или 1 стакан 1 или 2 раза в день, то это поможет улучшить состояние пищевода при гастроэнтерологическом рефлюксе. Является уникальным средством, которое поможет избавиться от храпа в ночное время. Дети перестанут скрипеть, если можно так сказать, зубами или создавать вот такой звук. Это в целом является еще и великолепным средством, которым можно мыть тело, убирает лишний волосяной покров. Также является хорошим средством в случае, если у человека есть переломы, если есть заболевания, там, кровотечения носовые или кровотечения маточные. Рекомендую принимать совместно все-таки с лимонным соком, и дополнительно для улучшения работы данного вот такого рецепта рекомендую использовать дополнительно аскорбиновую кислоту. Спасибо большое за ответ и информацию. Спасибо. Андрей Андреевич, здравствуйте. Очень ли плохо влияет курение на беременность? Курение влияет на все плохо, но у курения есть и великолепные побочные эффекты. Один из великолепных побочных эффектов, на что курение влияет прежде всего. Не стоит забывать, что курение прежде всего и очень сильно или мощно влияет на появление холестерина. Человек, который курит, у него обычно холестерин повышается гораздо более, чем у обычного человека. Это связано с тем, что курильщики, как ни странно, у них истощается центральная нервная система гораздо быстрее, чем у обычного человека. Второе. Курильщики обычно меньше спят. И со временем у таких людей за счет укорочения сна или укорачивания сна появляется тоже увеличение холестерина. Второе, когда человек курит, у него есть хороший побочный эффект. У него улучшается усвоение никотиновой кислоты, которая является веществом, которое стимулирует работу поджелудочной железы. Единственное, что человек не должен курить натощак. Третье, как ни странно, курильщики имеют гораздо более высокий иммунитет, чем некурящие люди. Это связано с получением невысоких доз ядовитых препаратов, и гомеопатически это помогает, по моему мнению, гипотетически помогает человеку справляться с заболеваниями. По поводу беременности, ну что же уже делать в случае, если человек не может выносить ребенка, чтобы не курить, то курите, просто ограничивайте
курения или курите, старайтесь меньше курить. Будет ли это влиять на ребенка? Конечно, в сигарете находится никотиновая кислота, она является токсической, синильная кислота, происходят продукты горения, это все канцерогены. Канцерогены в свою очередь могут попадать в кровь, что может не позитивно сказаться на дальнейшее здоровье и формирование плода и дальнейшее здоровье ребенка. Я бы на вашем месте все-таки максимально уменьшал количество выкуренных сигарет. Здравствуйте. Проектор поможет повлиять на отношения в семье? Поможет. Чугуев. Ракетами обстреливают город ежедневно. Нервы расшатаны. Подскажите, как дальше? Старайтесь максимально быстро уехать из города. Не находитесь в местах, где опасно, и там, где гремят взрывы. Вы слышите взрывы, и эти взрывы слышны вашему уху. Вам нужно собраться и уехать с этого места. Переезжайте, найдите знакомых, которые находятся в Полтавской области, или в Киевской области, или в Ивано-Франковской, или в Черновицкой, и переезжайте в эту область. В случае, если не знаете, как это сделать, напишите в интернете волонтерская служба помощи беженцам и переедьте по такой программе, которая есть в нашей стране. Не находитесь, ничего нельзя сделать, не нужно это все терпеть, выезжайте возможными способами. Андрій Андрійович, не вміють кінцівки рук і ніг, відчуття мурашок і важкості ніг від колін до ступнів, що можна приймати ІСТФ. Когда немеет, это может быть неврологическое заболевание, начните принимать препарат Вертебралис, препарат Легка хода, препарат Рутин, а также альфа-липоевую кислоту. Татьяна Бондаренко. У мужа много месяцев болит плечо, мажу габаной. Сейчас попробовала мазь Вертебралис, боль увеличилась. Что лучше в нашем случае пить? Может, пропить нужно какие-то ваши препараты? Очень часто, когда у мужчин особенно начинает болеть плечо, вообще это имеет название бурсит. Бурсит является своего рода подагрическим заболеванием, которое формируется и которое связано с накоплением и пуринов, и молочной кислоты в крови. И это может быть связано с аденомой предстательной железы. И у меня в свое время появилась такая идея, почему бы не создать такой препарат, который бы одновременно мог лечить и бурситы, и артриты, и подагру, и заболевания, мочекаменное заболевание почек, которое появляется вследствие появления вот таких заболеваний. Ну и такой препарат в моей компании есть, он называется Уролиз. Уролиз. В данном препарате находится цинк, который улучшает работу предстательной железы. Дальше находится калий, который устраняет, ощелачивает, вернее, кровь, убирает молочную кислоту. И находится магний, который расширяет сосуды и так далее. Очень рекомендую использовать препарат Уролиз. Препарат Уролиз. Его совместно лучше использовать с препаратом Манкулит. Манкулит плюс Уролиз по 1 чайной ложке на стакан воды принимать утром и вечером. Также очень хорошо все это время принимать подлимоненную обычным лимоном водичку. То есть берете 1 литр воды холодной, 1 лимон и на протяжении дня пьете вот такую воду. В случае, если нет гастрита. Далее. При ревматоидном заболевании суставов, при ревматоидном, еще раз хочу повторить, это 2 препарата, Уролиз и Манкулит, Уролиз, Манкулит. По 1 чайной ложке и 1 и 2 препарата на 1 стакан воды принимать утром и вечером, можно 3 раза в день. Это поможет вам как профилактика мочекаменного заболевания, как помощь при формировании оксалатов, уратов, кальциевых соединений, кальциево-фосфорных соединений, которые могут в дальнейшем спровоцировать появление камней. Сегодня написала женщина: Андрей Андреевич, огромное спасибо за ваш рецепт. Это ношение на мизинце железного кольца и питье лимона. Она избавилась от камня,
0,21, я так понял, миллиметр, или от нескольких камней. В общем, в общей сложности какое-то большое количество камней. И это все подтверждено. Вы можете тоже одеть на мизинец левой руки железное колечко, от ключа взять колечко, одеть на свой мизинец и каждый день принимать лимонный сок 1, 2 или 3 раза в день. Можно без воды и желательно без воды. Я рекомендую делать это по утрам. Если у человека камни в почках, не торопитесь с этими камнями бороться и как-то избавляться, начните принимать по утрам лимонный сок. Сок 1, 2 или 3 лимонов, если принимать утром, на протяжении 1-2 недель исчезают камни в почках. Если принимать дольшее время, исчезают камни и в почках, и в желчном пузыре. Андрей Андреевич, как избавиться от папиллом? Папилломавирус является вирусом, которым болеет 386 миллионов человек на всей планете Земля. То есть это одна, наверное, 1/5 всего населения Земли. Или 1/6 всего населения Земли. При этом 80% заболевания принадлежит женщинам. Склонность к женщин к папилломавирусу гораздо больше, чем склонность к папилломавирусу мужчин. В дальнейшем, когда вам ставят такой диагноз, как миома матки, папиллома матки, там, папилломоматоз такое есть, появляются папилломы, кандиломы, новообразования на веках, на шее, на теле и так далее. Это говорит о том, что вы являлись носителем папилломавируса, и в дальнейшем при снижении иммунитета папилломы появились и активно начали проявляться. Я считаю, что это очень часто является симптомом ожирения и инсулинорезистентности, то есть это когда повышенное количество инсулина у человека в крови, даже 0,1% повышения инсулина говорит о том, что человек болеет все-таки сахарным диабетом 2 типа и ожирением на его фоне. И в этот момент нужно человеку помочь сделать все для того, чтобы избавиться и от инсулинорезистентности, от сахарного диабета 2 типа, ну и в том числе от папиллом, которые есть на теле. Как убрать папилломы? Есть хороший народный способ. Это йод, смешанный с чесноком. Берется один чеснок, из него достается сок или мякоть, смешивается с йодом, там, любые виды йода, которые продаются в аптеке, смешивается напополам ватным тампоном или ватной палочкой, делается аппликация, то есть смазывается папиллома. Обычно она исчезает на протяжении 3-4 дней, ну бывает, что неделя. Но это возможно в случае, если человек полностью убирает или переходит на диету, приближенную к кетоновой диете, максимально уменьшая количество употребляемых углеводов. И, естественно, там, меда по возможности тоже. Таким образом, можно избавиться в том числе и от внешних папиллом, и в том числе избавиться от папилломавируса. Очень хороший есть препарат в моей компании, он называется эмбрионазин, и второй препарат называется изотон спрей. Написала женщина, что болела герпесом, герпевирусной инфекцией Эпштейна-Барра. А данное заболевание герпеса является в нашей медицине, как правило, неизлечимой. То есть можно устранять только симптомы данного заболевания, используя два наших спрея, эмбрионазин и изотоновый спрей, делая орошение ротовой полости 2 раза в день на протяжении 1 месяца. Провела исследование, и оказалось, что больше она не болеет герпесом Эпштейна-Барра, и показатели Эпштейна-Барра М и GM и GA полностью исчезли. Они до этого были высокие, остались только GG. То есть это говорит о том, что она избавилась с доказательной такой вот, с доказанной медицинскими исследованиями доказательствами от заболевания, которое наша медицина не может вылечить.
Светлана. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Сейчас открываю интернет-магазин смешанных товаров. Скажите, пожалуйста, получится у меня выйти на прибыль и иметь доход? Ну, вы даете. И еще вопрос. Ребенку 2 года. Можно давать йодомарин для профилактики? Если да, в каких дозах? 1 таблетка 1 раз в день. Для взрослого человека 1 таблетка 2 раза в день. Чем интересен йод и для чего йод принимают? Йод является мощнейшим антиоксидантом. Мы проживаем в странах, где очень небольшое количество йода в употребляемой нами пище. Мы недополучаем йод, недополучаем обычно аскорбиновую кислоту, но сейчас вот кто ест смородину там, и то есть такие исследования, которые указывают на то, что обработка калийными удобрениями растений, обработка хранение неправильное ягод, плохая экология или экологическая обстановка может приводить к тому, что в ягодах исчезает аскорбиновая кислота. То есть можно сказать, что у многих людей появляется дефицит аскорбиновой кислоты. Вот смотрите, у человека старение начинается очень быстро. Смотришь на молодую женщину, она выглядит как старая. У людей с потенциально белым цветом кожи, у людей с тонкой кожей, у людей с быстро появляющимися морщинами, с вытонченной такой кожей, у людей, у которых появляется на щеках розацея, на ногах такие как будто синяки. Это все может быть первыми симптомами недостаточности аскорбиновой кислоты. Недостаточность аскорбиновой кислоты может приводить еще к носовым кровотечениям частым, появлению гингивитов, это подниманию десен и кровотечению десен, к появлению маточных кровотечений. Это все может говорить о том, что недостаточность аскорбиновой кислоты. Я рекомендую принимать аскорбиновую кислоту моей компании. Она находится в 2 препаратах. Это препарат витамин С 1000 мг и препарат Бактомакс. В нем находится ниацин аскорбиновой кислоты, который, кстати, является еще и мощнейшим противоаллергическим препаратом и препаратом, который убирает метеоризм и панкреатит. Ну и вернемся все-таки к йододефициту. Йододефицит обычно проявляется в том, что у человека появляется ощущение, будто он видит белое, немного белесым вокруг себя пространство. Второе. Утром ощущение, будто на лице появляется воскоподобный налет, который при смывании создает ощущение мыльной такой консистенции, мылящейся. Второе. Очень быстро жиреют или жирнеют волосы. Третье. Выпадают волосы на голове. Четвертое. Очень падает зрение. Человек старается прищуриваться. Пятое. Болят глазницы и болят сами глаза. При надавливании небольшое ощущение боли в глазах. Покашливание хроническое. Ощущение, будто есть в горле как ком или комок. Ощущение внезапных прострелов в горло, ухо, десну, в глаз, в левую сторону или в правую. Хронически заложенный нос. Усталость на протяжении дня, быстрое или реактивное вспотевание, ощущение недостаточности кислорода, ощущение жара в теле. Это все говорит о гипофункции щитовидной железы и дефиците йода. Дефицит йода. Йод является антиоксидантом. На сегодняшний день есть такие парадоксальные исследования японских ученых, которые считают, что организм в нормальном состоянии способен сам устранять переизбыток йода, и переизбыток йода не приводит к появлению заболевания гиперфункции щитовидной железы. Мы же, как врачи, раньше считали, что заболевание гиперфункции щитовидной железы является следствием переизбытка в пище йода. На сегодняшний день японские ученые
Доказали, есть медицинские исследования, что переизбыток йода не приводит к появлению гиперфункции щитовидной железы, а переизбыток йода не в большинстве своем еще и не приводит к отравлению йодом, потому что организм здорового человека с успехом справляется с переизбытком йода, выводя или депонируя его через печень и почки. Таким образом, само заболевание гиперфункции щитовидной железы сейчас относят более к неврологическому заболеванию, чем к эндокринологическому. Нет, не хочет он включать у нас прямой эфир в Фейсбуке почему-то. Только не видно ничего. Сейчас, одну секунду. Так усложнили они. Раньше так все было легко. Настройки, трансляции. Начать. Ой, боже. К сожалению, придется выключить сейчас. Эх. Как можно приобрести ваши препараты за границу? Переходите на мой сайт, он называется tibetan-formula.com. Приобретайте препараты, и мы вам отправляем данные препараты через компанию DHL или через компанию перевозчик. На сегодняшний день все эти компании на территории нашей страны, Украины, работают. Мы не обслуживаем Российскую Федерацию и Белоруссию, а все остальные страны, кроме стран, запрещенных для отправки международными системами доставки, могут запросто заказывать наши препараты. На сегодняшний день это происходит без сбоев и происходит очень быстро. Дальше. Там спросил мужчина: Андрей Андреевич, носил зеленую нить, не болел позвоночник, нить зеленая исчезла, позвоночник вновь начал болеть. Существует вещество, оно называется папаин, находится в папайе. Оказывается, вещество папаин справляется с грыжами, которые могут появляться в позвоночнике перед началом появления более сложных таких процессов. И папаин лечит спинномозговой канал, спинномозговой мозг и позвоночный столб. Я рекомендую использовать ряд моих препаратов. Это мазь, которая называется Вертебралис, которая состоит из папаина. Второе, препарат Вертебралис, который лечит позвоночник. И необходимо восстановление хрящевой ткани. Восстановление хрящевой ткани возможно, если мы принимаем гиалуроновую кислоту. Она является фактически хондроитином. Рекомендую принимать гиалуроновую кислоту, она продается на нашем сайте, совместно с препаратом коллаген видновлюючий, 1 чайная ложка на стакан воды или 1 чайная ложка на 2 стакана воды. И первый и второй препарат являются мощнейшими хондропротекторами и восстанавливает позвоночник. Для более такого эффективного воздействия используйте совместно с ними мазь, которая называется Вертебралис. Здравствуйте, Андрей Андреевич, моя близкая подруга на 7-м месяце беременности. И у нее защемило седалищный нерв. Уколы прописали, плавание, и ничего не помогает. Боль уже в коленном суставе. Могу ли я делать практику, как вы рассказали, каждый пальчик и резиночку? Конечно. Что бы вы могли порекомендовать? Вот порекомендовать могу смазывать мазью вертебрализовой, ей позвоночник. Оденьте на ее поясницу зеленую ниточку. Правда, перед самыми родами обязательно ниточку снимите.
пусть принимает любые препараты, которые освобождают желчный пузырь. Это можно использовать горечь и дуйко. Есть горечь и дуйко, амарум. Они безопасные, беременным можно принимать. Горечь разблокирует обычно пояснично-крестцовый отдел, легче становится. Я считаю, что боль в пояснично-крестцовом отделе является следствием увеличения желчи в желчном пузыре, не отхода желчи, поэтому есть смысл смотреть за стулом, чтобы у нее стул формировался и стул был стабильным, то есть следить за тем, чтобы дефекация происходила вовремя. В случае, если не происходит, то обратиться к врачу, пусть пропишет свечи, которые будут помогать ей с этим. Ну и я считаю, что если исключить накопление желчи в желчном пузыре, дефекацию, то и сама проблема с воспалением седалищного нерва будет устранена. Здравствуйте, за ваш труд и знания. Мы отдыхали в Польше, на Балтике. Я уже не первый раз замечаю, что самочувствие на 180% другое. Нет головных болей, нет абсолютно потливости, холодных и мокрых рук и ног. Спокойно хожу без носков. Ранний подъем, сообща не проблема. В море без проблем купаюсь, а дома чуть ли не кипятком. Потому что часто такое состояние, что хочется погреться. С чем это связано? Когда человек живет, то у него есть принцип накопления в организме двух микроэлементов. Первый микроэлемент калий и второй микроэлемент натрий. Натрий находится в воздухе, которым человек дышит, когда он посещает прибрежные районы какого-либо моря. Вода разбивается, и в воде находится высокое содержание натрия хлора или хлорида натрия, поваренной соли. Когда вы дышите, то именно натрия больше всего в вашем организме появляется. Когда человек худеет, когда человек стареет, то количество натрия уменьшается, количество калия тоже уменьшается. Получается, и калия, и натрия недостаточно. Когда человек ощущает охлаждение в теле, это как раз признаки недостаточности натрия. Как проявляется недостаточность натрия? Недостаточность натрия проявляется в том, что у человека появляется ощущение холода в конечностях, ощущение усталости частой, дряблость мускулатуры и так далее. А где находится натрий? Натрий находится в поваренной соли. Ингаляции с поваренной солью — это то, что вы сейчас делаете вот таким пассивным образом. Появляется у вас накопление вновь в клеточных системах натрия, и вы начинаете лучше себя чувствовать. Натрий участвует еще и в формировании панкреаферментов или гормонов. Это трипсин, пепсин и так далее. Соляная кислота. Именно в случае, если недостаточность натрия в организме, то появляются такие заболевания, как панкреатит, появляются заболевания легких, легочная недостаточность. Именно поэтому увеличение употребления натрия улучшает дыхание, глубину дыхания. Именно поэтому, когда люди ездят с недостаточностью натрия на море, то им становится заметно легче. Теперь вы это знаете, вам ничего не мешает дома производить ингаляцию с подсоленной водой. Натрий находится в обычной поваренной соде, двууглекислый натрий. И можно принимать можно просто соду обычную принимать, или увеличить употребление хлоридов натрия, принимать воду с небольшим количеством соли. Там есть такие виды воды, миргородская, боржоми. Это все совместно увеличит натрий и улучшит ваше общее состояние.
Андрей Андреевич, как в домашних условиях, где в моих препаратах находится натрий? Сегодня я об этом препарате говорил. Это препарат называется апирабин. В нем находится высокое количество натрия. И я рекомендую его использовать всем людям, у которых есть быстрый такой процесс старения. В этом препарате находится медь, которая купирует и поможет вам привести организм, улучшит память, перестанут трястись руки, перестанет трястись голова, исчезнут такие периферические треморы какие-то, которые вы еле ощущаете, то там глаз дергается, по принципу такой дистонической. Фокальные какие-либо дергания непонятные, это все поможет убрать натрий. И это все поможет убрать медь. Медь и натрий — это основные компоненты данного препарата. Называется препарат называется апирабин. Принимать по 1 чайной ложке 2 раза в день. Лариса, подскажите, пожалуйста, что делать с эндометриозом, боли в правом боку? Великолепный препарат есть в моей компании, его разработал. Он называется мазь Эндометрикс. Ставьте небольшое количество данной мази вагинально. Утром спринцуйтесь 1 стакан воды и по 2 капли ароматических масел. Нероли, аниса, жасмина и чайного дерева. Можно заменить просто 8 капель чайного дерева или жасмина, или нероли, или аниса. Второй способ: на ночь небольшое количество меда вагинально вводите, немножечко, утром спринцуйтесь таким же раствором. На нижнюю часть живота накладывать салфетку, смоченную в уксус, на 10-30 минут. Она поможет вам, устранит болевой вот такой синдром. К сожалению, с самим эндометриозом не справиться. Препарат называется «Женское здоровье», и остаток эндометрия, который остается и приводит к эндометриозу, во время менструации будет отслаиваться и будет выходить. Эндометриоз появляться не будет. Здравствуйте, как убрать внутреннюю кандиду? Ну, уже это известно, кандидоз лечится путем применения соды. Также мной разработан препарат, он называется Альбикан и Прокмарти. Альбикан и Прокмарти — это 2 препарата, которые помогут справиться с кандидозом. Андрей Андреевич, ФЛГ легкие не вредно на раннем сроке беременности? Я считаю, что не нужно делать. Это мое мнение. Вера Кирындясова хотела на ютубе задать вопрос, но не получается. Оставила его в вебинарной комнате. Буду очень признательна за ответ. Верочка, пишите сюда, потому что, к сожалению, закрыл сейчас трансляцию в Facebook. Так. Підтверджую, отримала препарати в Іспанію без проблем. Дякую. Будь ласка. Вязаный мир с Татьяной. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Связана ли нынешняя болезнь моего сына, гидроцефалия, с его родовой травмой кефалогематомой 7,5 сантиметров? Гидроцефалия всегда связана с травмой мозга. Всегда. Не стоит затягивать. Нужно провести вот такие, может быть, там медицинские операции, может быть шунтирование, там, так, чтобы не формировалась гидроэнцефалопатия, и гидроцефалия таким образом может быть устранена. Это несложные операции, дренаж ставится. Ольга Полякова. Уважаемый Андрей Андреевич, у меня асцит после заболевания печени. Что вы порекомендуете из своих препаратов для восстановления ЖКТ? Я очень часто вижу людей с большим животом. Недавно я поехал на отдых и приехал к друзьям своим. Я не отдыхал возле бассейна, но как врач, находясь на 2-м этаже, как физиолог, начал обращать внимание на внешние проявления заболеваний у людей. Я столкнулся, или даже ужаснулся, правильно сказать, с огромным количеством видимых асцитов. То есть женщина худая,
Там женщина видно, что худеет, а живот у нее натянутый, как барабан. Это говорит об отеке, который, скорее всего, появляется на фоне панкреатита, холецистита, холецистопанкреатита, там, заболевания желудка и так далее. Применение там, может быть, там много сладкого кушают, курят очень много, неврозы. Но одно и то же, хоть маленький ребенок, хоть взрослый, хоть женщина, хоть молодая, хоть худая, хоть полная, животы отекшие. Но они очень много пили, я так предполагаю, что это все-таки связано еще и с питьем алкоголя, потому что холецистопанкреатит — это заболевание такое больше связанное с употреблением, но это не меняет дело. Ну так вот, такая женщина, скорее всего, она не может втянуть живот, потому что живот ее отечный, он не втягивается особо, ощущение такого барабана. Вот такой холецистопанкреатит или вот такой живот, его можно условно назвать отекшим, асцитным, отек. Такой отек, с ним легко справиться. Метеоризм, приведший к этому отеку, холецистит, приведший к этому отеку, там, панкреатит, который привел к этому отеку, убирается лишь одним моим препаратом. Он называется асцимид. Асцимид. Буквально несколько дней назад у меня был знакомый такой, приезжал ко мне в гости и говорит мне: спортом занимаюсь, качаюсь, выполняю там приседания, пресс, занимаюсь прессом и так далее. Ничего не могу сделать со своим животом. И я ему говорю: а ты мне покажи свой живот. И вот он мне показал свой живот, а у него прям настоящий выраженный асцит, то есть живот такой конусообразный. Я говорю: тебе необходим мой препарат асцит норм. Он говорит: ну я уже столько всего пью, Андрей Андреевич, мне ничего не помогает и так далее. Я ему говорю: я тебе дарю этот препарат. И он начал этот препарат принимать. И потом мне рассказывает: Андрей Андреевич, разве такое может быть? Я сегодня на протяжении дня 6-7 раз ходил в туалет и по маленькому, и по большому. И у меня сдулся живот уже вот до 2-го дня приема препарата. Это что, так работает? Да, это таким образом работает. Данный препарат действительно убирает асцит. Он очень эффективный, очень рекомендую. По поводу общей работы нашего кишечника и общей работы нашей поджелудочной железы. Препарат, который улучшает общее состояние нашего кишечника, это препарат Прокшалан, уменьшит объем кишечника, препарат Бактомакс, улучшит микрофлору кишечника, препарат называется Золотой желудок, есть такой препарат. Уменьшит объем асцимид, о котором я сейчас рассказал, и уберет вздутие живота метиофан. Таким образом, можно пересчитать еще раз: асцимид, Прокшалан, Бактомакс, метиофан, можно панкрисорб. Данные препараты полностью исчезнут. У меня по телу коричневые пятна. Что это может быть? Коричневые пятна обычно первые признаки старения. Первые признаки старения, но они же являются еще и первыми признаками недостаточности употребления витамина С или аскорбиновой кислоты. Путем увеличения употребления аскорбиновой кислоты можно избавиться от темных пятен на теле. Темные пятна на теле являются еще и синдромом уменьшенных ретикулоцитов, которые участвуют в формировании коллагена. Таким образом, увеличив употребление хондроитина, глюкозамина, коллагена, можно увеличить количество ретикулоцитов и избавиться от заболевания темных пятен. Именно поэтому, если у вас темные пятна, принимайте коллаген, принимайте гиалуроновую кислоту, принимайте хондроитин, глюкозамин, принимайте в высоком количестве аскорбиновую кислоту. УЗИ показало структурные изменения поджелудочной железы с проявлениями липоматоза и плотный конкремент, ЧМС левой почки. Что СТФ принимать? Принимайте панкрисорб, дальше спрей изотон в рот 2-3 раза в день. Третье,
панкресорб, изотон. Дальше манкулит и урализ по 1 чайной ложке на стакан воды 2 раза в день. Препарат еще метикс 1 чайная ложка на стакан воды 1 раз в день. На протяжении дня лимонный сок пейте. Эмфизему и пневмофиброз чем лечить? Подскажите, пожалуйста. Сегодня я говорил о недостаточности натрия. Вот я считаю, что недостаточность натрия в дальнейшем и может привести к появлению эмфиземы и пневмофиброза. Чем лечить? Препарат Демилон, Тарантел, здоровые легкие, канцеромидин и апирабин. Апирабин, Демилон, канцеромидин, Тарантел, здоровые легкие. Здравствуйте, какие картины краще тримати в квартире? Такой вопрос. Не нужно держать в квартире картины, на которых изображена буря, потому что в квартире постоянно будет буря. Также не стоит держать квартиры, на которых изображен водопад. Почему? Смоется все, или муж, или деньги. Какие картины очень хорошо? Еда хорошо, где очень много еды изображено. Очень хорошо цветы, но только красивые. Очень красивые картины, там где изображено 3 элемента. Это элемент власти, это гранат, это элемент денег, это лимон, это розы, элемент чистоты и верности. И орехи, это как трудолюбие, потенция, также в чашечке что-то сладкое для сладкой жизни. Можно виноград. Ну вы даете. Андрей Андреевич, посоветуйте, что можно пропить из ТФ девочке 16 лет, задержка месячных уже 8 месяцев. Врачи дали рекомендации, лечили, все бесполезно. Великолепно, есть препарат, этот препарат называется, их 2. Один из препаратов называется у нас дисменора. По 2 таблетки 2 раза в день. А также препарат, который называется у нас пастовид. Препарат пастовид успокоит ее неврозы, потому что, как правило, из-за проявляющихся неврозов и появляется задержка месячных. Также женщина не должна худеть. Когда женщина худеет очень долго, то у нее появляется переизбыток калия и недостаточность натрия. Именно поэтому потребление соды дополнительно для очень худеющих может привести к появлению мышц. При переизбытке натрия увеличивается мышечная система, при недостатке исчезает. Очень часто люди обращаются ко мне и говорят: Андрей Андреевич, вот мышцы дряблые, мышц нет, что нужно делать? Ставите тире и пишите недостаточность азота, то есть белка. И второе, недостаточность натрия, потому что недостаточность натрия приводит к уменьшению объема мышечной мускулатуры. Поэтому вам необходимо увеличить употребление соли, соды или препаратов с высоким содержанием натрия. Андрей Андреевич, препараты из ТФ помогут обновить обоняние и вкус после вируса. Поможет мой препарат, он называется эмбрионазин спрей. Используйте эмбрионазин спрей, орошая носоглотку на протяжении дня 2 или 3 раза в день. Это эффективное средство, которое вернет вам вновь ваше обоняние. И еще хочу от всей нашей семьи поблагодарить вас. Спасибо огромное за ваш труд. Большое спасибо. Скажите, как маме помочь? Стала одна нога больше другой. Варикоз, прыгает давление, часто нет сил. Что нужно знать человеку, у которого поднимается давление? Давление всегда является признаком 2 моделей реакции нашего организма на. Итак, первое, защемление шейного отдела на фоне уменьшения хрящевой ткани или на фоне неврозов,
То есть всегда любого человека, у которого поднимается артериальное давление, у него всегда будут либо увеличена воротниковая зона на фоне невроза, либо увеличена воротниковая зона на фоне там хронического хондроза, или ущемление шейного позвонка одного или всех 7, или шейного и грудного. То есть это всегда связано с позвоночником, раз. И второе, странное, но очень ярко показывающее, чего же не хватает человеку. Человеку в момент поднятия артериального давления не хватает кислорода. Если у человека поднимается артериальное давление, достаточно встать, потянуть руки вверх, после чего активно подышать, сделать 10-15 глубоких вдохов и выдохов, так, чтобы голова не кружилась. Не нужно это делать подряд. Можно 1-2 раза подышать, отдохнуть, и еще подышать, отдохнуть, и еще подышать, отдохнуть. То есть не приводить себя к тому, чтобы упасть. После этого, стоя, после 10 вот таких вдохов и выдохов, выпить небольшое количество воды, полстакана теплой, больше горячей воды. Почему теплая или больше горячей воды? Теплая или горячая вода приводит к выходу желчи в двенадцатиперстную кишку, что приводит к уменьшению кислотности, что приводит фактически к уменьшению глюкозы в крови, что приводит фактически к уменьшению инсулина. И это приводит к тому, что гликогированный гемоглобин снижается, что приводит к тому, что основной гемоглобин, который необходим человеку для того, чтобы полноценно дышать и направлять кислород в ткани организма, увеличивается. Таким образом, попив теплой воды и подышав 10 раз, можно купировать или снизить, или убрать заболевание артериальное давление, высокое артериальное давление. Есть великолепное упражнение, это 7 упражнений для позвоночника от Дуйко. Если выполнять этих 7 упражнений для позвоночника от Дуйко ежедневно, как я там показываю, и делать вот такие короткие по 10 раз циклы на протяжении дня, там 7 или даже 10 раз. То есть в общей сложности получится 70 вдохов и выдохов на протяжении дня. Использовать возможно препарат Вертебралис или успокаивающий препарат. Скоро выйдут, кстати, наши препараты из экстрактов. Это экстракт подорожника 100%, экстракт валерьяны 100%, то есть экстракт подорожника 100%. Там применение 10 таблеток может вылечить у человека язву там, желудка и неспецифический язвенный колит. Или там, использование валерьяны в виде экстракта может очень помочь человеку справиться с неврозами и так далее. У нас в нашей стране нет ни одной компании, которая бы продавала экстракты 100%. Вот я хочу выйти на рынок с вот такими препаратами и помогать вам в дальнейшем справляться вот с рядом таких заболеваний, используя прямую экстракцию. По поводу увеличения ноги, почему одна нога стала больше другой, это, как правило, связано с ущемлением пояснично-крестцового отдела и с заболеванием, которое называется полинейропатия. Полинейропатия обычно является следствием сахарного диабета 2 типа. Поэтому мамочке вашей нужно полностью перейти на кетоновую диету, на диету безуглеводную. И второе, принимать препарат альфа-липоевая кислота, которая является великолепным, и рутин, который является великолепным веществом, которое может помочь справиться с вот такими последствиями такого сложного заболевания. Используется в эндокринологии, широко используется. Единственное, что такой препарат необходимо применять натощак. Альфа-липоевую кислоту принимают до приема пищи, желательно натощак, утром и вечером, обычно по 2 таблетки. Часто нет сил на фоне сахарного диабета 2 типа
у человека как раз и появляется синдром, при котором не хватает сил. Иришка Иванова. Андрей Андреевич, пожалуйста, скажите, что маме принимать 69 лет, с одной ноздри идет кровь, и надо ли ей разжижать кровь? Ранее был инсульт. Первое, что необходимо сделать, это измерить ее артериальное давление и посмотреть, не поднимается ли у нее артериальное давление. В случае, если она человек гипертоник и у нее поднимается, то первое, на что необходимо обратить внимание, это купировать ее давление. То есть применять препараты от высокого давления, назначить их я вот так дистанционно маме не смогу. Второе. В случае, если у человека часто носом идет кровь, это может говорить о проблемах печени. Это часто симптом гепатита, билиарного цирроза, ну и каких-либо заболеваний, симптоматически показывающих человеку, что у него есть проблемы печени. Можно ли каким-либо образом убрать у человека кровь из носа? Существует ли народный способ? Да, существует народный способ навсегда убрать кровотечения носовые. Необходимо взять ключ от любого замка, повесить его на веревку, одеть на шею и повернуть так, чтобы ключ висел между лопаток на спине. Если проносить такой ключ 1 месяц или 1,5 месяца и выбросить куда угодно, желательно в воду или проточную воду, то у человека навсегда заканчиваются носовые кровотечения, и такой человек больше никогда не болеет носовыми кровотечениями. Тем не менее, сама первопричина устранена не будет, поэтому обратите внимание на то, что далее, если был инсульт и вы не проводили реабилитацию после инсультную, я рекомендую ее все-таки все же провести. Это препараты здоровые сосуды, децепин и антипоразин. Здоровые сосуды, децепин и антипоразин. Данные препараты помогут вашей маме в дальнейшем никогда больше не болеть инсультом, а также уберут последствия, которые были созданы за счет перенесенного заболевания. Если тянет ладонь и скручивает пальцы, что делать? Благодарю за ответ. Если у вас тянет ладонь и скручивает пальцы, это говорит о судороге. И скорее всего такая судорога является следствием предэпилептическим или возможно судорожным. Что такое судороги и почему они появляются? Судороги часто могут являться следствием развивающегося заболевания эпилепсия или эписиндрома. Как проверить? Необходимо прийти к неврологу и сделать энцефалограмму. Второй вариант. Недостаточность магния или невроз, вызывающий уменьшение магния. Необходимо начать принимать магний в высокой дозировке. Я рекомендую использовать мой препарат Magnum Cit 300. 1 столовая ложка на 1 стакан воды, по 1 стакану 2 или даже 3 раза в день. В случае, если вы уже болеете эпилепсией и применяете препарат, допустим, фенлипсин или депакин или карбамазепин, применяйте дополнительно с моим препаратом. Он называется Morbus Stop. Он поможет вам дополнительно снимать некоторые элементы судорожных негенерализированных приступов. А то, что с вами происходит, называется негенерализированный судорожный приступ. Андрей Андреевич, какие препараты можно принимать? Опять-таки, если тянет ладонь, скручивает пальцы, это может быть и судорога, это может быть высокое давление, это может быть неврологическое заболевание, это может быть сердечное заболевание. Одним словом, вам необходим невропатолог. Это может быть заболевание позвоночника. Выявить это все несложно. Достаточно посетить невропатолога. Но на это необходимо обращать внимание, так как в дальнейшем это может привести к появлению какого-то более тяжелого заболевания, с которым будет гораздо сложнее справляться. Поэтому, пожалуйста, к врачу. На ногах появилась венозна сітка, щоб придбати СТФ. Велике дякую. У нас есть препарат, он называется Легкохода. Он является венотоником
принимать его 2 таблетки 3 раза в день. Препарат, мазь, которая называется вариковазиновая, потрясающая мазь, которая прямо на глазах устраняет варикозную сетку. И третий препарат — это рутин, он тоже является венотоником, является вазодилататором, то есть приводит к тому, что вены расслабляются и улучшается общее состояние. Встречаюсь с парнем Виталием, отлично, поздравляем. Наталья Круть, скажите, пожалуйста, есть ли в продаже бетулиновая кислота? Да, мы ее уже сформировали, уже упаковываем, и на следующей неделе во вторник я объявлю ее продажу. Пока нет, но уже скоро. Ну что, будем заканчивать. Хороший получился у нас вебинар. Не забывайте подписываться на мой канал в ТикТоке. Здравствуйте, что есть от кандидоза? Рассказал ранее во время проведения данного вебинара, рассказал, каким образом лечить кандиду. И от кандидоза в моей компании разработан препарат, называется Альбикан. Принимать его нужно по 2 таблетки 2 раза в день. Это спасет вас от кандидоза. От ревматоидного артрита. Если вам поставлен диагноз ревматоидный артрит, то это должно быть видно на ваших исследованиях крови. Там должны быть такие показания: повышенный С-реактивный белок, или увеличен антистриптолизин, или есть ревмофактор. Все 3 показателя являются следствием разных заболеваний. В случае С-реактивного белка необходимо принимать гормоны, такие как мидрол, гидрокортизон, или в случае, если сустав купирован и не шевелится, и у вас только дебют заболевания, то можно вводить данный препарат, допустим, гидрокортизон, прямо в сустав. Сами препараты при тяжелом течении болезни можно вводить еще и перентерально. В случае, если у вас повышен антистриптолизин, это говорит о том, что ревматоидное заболевание у вас вызывается стафилококком. И назначают резистентные препараты, обычно это, как правило, это доксициклин, какие-нибудь такие препараты. Человек принимает данный препарат совместно с гормональной терапией на протяжении 10-15 дней, проводятся дополнительные исследования крови, и после этого лечение отменяется. Стафилококк исчезает, человек больше не болеет в дальнейшем. В случае же применения мидрола или преднизолона человек должен принимать данные препараты очень длительное время, на протяжении 7-11 месяцев, до купирования самого заболевания, до улучшения состояния крови и снижения С-реактивного белка. В случае, если ревмофактор, обычно назначают препараты совместно с гормональными препаратами, еще и может быть метотрексат, это уже препараты химиотерапии и так далее. Это все должен назначать травматолог, невролог и так далее, исходя из анализов крови. Я считаю, что в случае, если вы сейчас лечите это все и вам не помогает, то это все связано с иммунитетом вашим. И в моем случае я бы мог рекомендовать препараты для активного улучшения иммунитета. Один из препаратов, это препарат, разработанный моей компанией из трансферов куриного белка со стволовыми клетками. Он называется Instamax и Embryo Plus. И первый и второй препарат принимать по 2 таблетки 3 раза в день. Это улучшит ваш иммунитет, устранит иммунный дефицит и в любом случае на фоне применения препаратов от артрита поможет вам. Мной разработан препарат, который называется Arthridix. Он тоже продается в моей компании, но я бы рекомендовал
лечить такие артриты, которые местные, то есть болит там один сустав на указательном пальце, или там сустав болит запястный и так далее, или там сустав какой-то там челюстной и так далее. То есть вот если такое, то артридикс поможет. Лидер МС. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, сильно потресканные пятки пекут, ванночки с содой не помогают? Нет, не должны помочь. А в носковой зоне вздутые вены, появились темные узлы. Вот это все вы описали сейчас полинейропатию на фоне сахарного диабета. Что вам необходимо сделать? Перейти на кетоновую диету, убрать углеводы. Начать принимать метформин 500 по одной таблетке 2 раза в день. Принимать мои препараты альфа-липоевая кислота 2 таблетки 3 раза в день, рутин 2 таблетки 3 раза в день, легка худа 2 таблетки 3 раза в день, гликоцитрохромин спрей брызгать в рот 3-4 раза в день, препарат гликоцитрохромин 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день, препарат глюконорм по одной таблетке 3 раза в день. А содовые ванны из ВУКХО скорее всего вам не помогут. Надия Капши. Что купить ТФ от боли в коленях и прилегающей к колену участка? Это скорее всего подагрическое. И лечить необходимо препаратом Метикс, 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день. Метиксом еще и хорошо натирать, а также препарат, который называется Подагрин. Есть такой препарат. Я желаю всем здоровья. Вы можете прямо сейчас перейти на мой сайт, который называется tibetan-formula.com, или написать в поисковике Google «Тибетская формула», перейти на мой сайт и выбрать для себя те препараты, которые вам необходимы. Также там находятся операторы. Данные операторы помогут вам подобрать курс лечения. Операторы все имеют медицинское образование, могут с легкостью помочь вам подобрать те или иные курсы лечения, помогут оформить заказ и ответят на все ваши вопросы. Либо сайт duiko.com, либо сайт tibetan-formula.com. Это оба моих магазина тибетской формулы. Ага. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Стал Владимировичем, я понял. Был Андреевичем. Ну, не страшно. Хрустят все суставы 38 лет. Хрустят суставы, недостаточно вырабатываются липиды. Что необходимо делать? Утром кусочек шпика или сала, а на протяжении дня любые препараты, имеющие ярко выраженное желчегонное действие. Желчегонное действие — это мой препарат, можно применять горечь и дуйко, амарум. 1 чайная ложка на стакан воды 2 или даже 3 раза в день. Суставы перестанут трескаться, хрустеть и так далее. Недостаточно смазываются суставы, недостаточно отходит желчь. Будьте здоровы, здоровым быть легко, поможет вам дуйко. До свидания, друзья. Подписывайтесь на мой канал в YouTube, подписывайтесь на мою группу «Купить БАДы» в Facebook